Африка — второй по величине континент на Земле, занимающий более 30 миллионов квадратных километров, на территории которого в 54 странах проживает более 1,4 миллиарда человек. Но за пределами крупнейшей в мире жаркой пустыни и туристических открыток с сафари Африка скрывает тайны, о которых большинство людей никогда не слышали. Сегодня давайте обсудим 15 вещей, которые можно увидеть только в Африке. Пьяные животные дерева марула. В Южной Африке, если вы увидите слона, который шатается из стороны в сторону и врезается в деревья, знайте, это эффект дерева марула. В период с декабря по март дерево марула сбрасывает спелые плоды на землю. Под палящим африканским солнцем эти богатые сахаром плоды начинают естественным образом бродить, выделяя алкоголь. Слоны, бабуины и бородавочники поедают эти фрукты в огромных количествах, и то, что происходит дальше, стало одной из самых любимых легенд африканского буша. Помимо своей тусовочной репутации, марула является одним из самых ценных деревьев на континенте. В ее плодах содержится в несколько раз больше витамина С, чем в апельсине. Из ее ядер производят масло, используемое в элитной косметике, которая продается по всему миру. А во многих культурах Южной Африки это дерево называют брачным деревом. Считается, что оно влияет на плодородие, и его используют в священных свадебных церемониях. Собственный бар природы открыт уже тысячи лет и до сих пор продолжает работать. Из какой страны вы смотрите это видео? Слышали ли вы когда-нибудь до сегодняшнего дня о том, что животные пьянеют от естественно перебродивших фруктов? Давайте обсудим это в комментариях. Ганвье. На юге Бенина, на озере Нукуэ, находится один из крупнейших в мире городов на сваях. Ганвье является домом для десятков тысяч людей. Дома, школы, рынки, рестораны и культовые сооружения построены здесь прямо над водой на деревянных сваях. Внутри этого поселения почти нет дорог, а основным видом транспорта служат каноэ, на которых жители перевозят людей, товары и припасы по водным путям деревни. Ганвье был основан много веков назад народом Тафину в период региональных конфликтов и миграции в Западной Африке. Устные предания гласят, что они бежали от набегов, связанных с королевством Дагомея, и поселились на озере, поскольку считалось, что вражеские воины избегают сражений на воде из-за духовных табу. Название Ганвье обычно переводится как «мы спасены». Жители также разработали традиционную систему рыболовства под названием акаджа, при которой погруженные в воду ветки деревьев создают искусственную среду обитания, привлекающую рыбу. Плавучие рынки продолжают работать каждый день, делая Ганвье живым водным городом, сформированным благодаря выживанию, адаптации и стойкости. Даллол. На севере Эфиопии, в глубине впадины Данакиль, находится место с одним из самых экстремальных ландшафтов на Земле. Даллол расположен более чем на 100 метров ниже уровня моря в регионе, который часто признают самым жарким обитаемым местом на планете по среднегодовой температуре. Под поверхностью Земли медленно расходятся три тектонические плиты. Магма, поднимающаяся снизу, нагревает подземные воды, которые пробиваются сквозь толстые слои древней соли и выходят на поверхность в виде гидротермальных источников, рассольных озер и минеральных террас. Ландшафт светится яркими оттенками желтого, зеленого, оранжевого, красного и белого цветов, которые образуются в результате химических реакций с участием серы, железа, вулканических газов и соляных отложений. Некоторые водоемы настолько кислотные, что их уровень pH приближается к нулю, а сочетание высокой температуры, соли и кислотности быстро разрушает многие материалы. Ученые изучают Даллол как земной аналог условий на Марсе и спутнике Юпитера Европе, поскольку здешняя среда раздвигает известные границы жизни. В некоторых гидротермальных зонах исследователи обнаружили настолько экстремальные условия, что известные микроорганизмы, по всей видимости, не способны там выжить. Даллол остается одним из самых суровых и визуально необычных геологических объектов, когда-либо изучавшихся на Земле. Баобаб. В засушливых регионах Африки к югу от Сахары растет одно из самых узнаваемых деревьев на планете – баобаб. Своим огромным стволом и голыми ветвями, напоминающими корни, тянущиеся к небу, это дерево на протяжении веков вдохновляло создателей легенд по всему континенту. Возраст некоторых древних баобабов, по оценкам, превышает 2000 лет. Некоторые баобабы вырастают до таких размеров, что их полые изнутри стволы использовались в качестве убежищ, складов и даже небольших пабов.
Самым известным примером был Баобаб Санленд в Южной Африке, внутри ствола которого с 1993 года располагался небольшой бар и винный погреб, пока дерево не начало разрушаться в 2016 году. А также Баобаб Амбаланту в Намибии, который служил часовней, почтовым отделением и укрытием. Баобаб создан для выживания. Его массивный ствол может накапливать огромное количество воды, что позволяет дереву переносить длительные засухи в экстремальном климате. Его плоды, часто называемые обезьяньим хлебом, содержат исключительно высокий уровень витамина С и широко используются в продуктах питания, напитках и традиционной медицине. Кора баобаба толстая, прочная и обладает естественной устойчивостью к огню. Местные общины издавна использовали ее для изготовления веревок, корзин, циновок и тканей, поскольку дерево способно восстанавливать свои внешние слои после сбора урожая. Мало какие живые организмы так тесно связаны с историей, выживанием и повседневной жизнью регионов своего произрастания, как баобаб. Посетили бы вы дерево, если бы знали, что люди когда-то использовали его полый ствол как паб, часовню или почтовое отделение? Мы думаем, что это был бы отличный опыт. А как считаете вы? Фестиваль Вуду. Ежегодно 10 января в городе Уида в Бенине проходит одно из важнейших духовных празднований Западной Африки – фестиваль Вадум или фестиваль Вуду. Это событие, признанное государственным праздником, воспевает традиционные религиозные практики, которые формировали регион на протяжении веков. Вадун — это древняя духовная традиция, сосредоточенная на почитании предков, сил природы и духов-посредников, связанных с Верховным Творцом. Будучи бесконечно далеким от стереотипов, которые часто встречаются в массовой культуре, этот культ остается глубоко связанным с общинной жизнью, историей и культурной самобытностью в различных частях Западной Африки и среди африканской диаспоры. Во время фестиваля церемонии проходят по всей Уиде, включая собрания возле храма питонов и ворот невозврата, мемориала, связанного с трансатлантической работорговлей. Традиционный бой барабанов наполняет улицы, когда появляются фигуры в масках, исполняющие сложные ритуальные танцы. Зангбето, известные как «Стражи ночи», кружатся в высоких костюмах из многослойной соломы, а танцоры Эгунгун в масках олицетворяют духов предков, возвращающихся, чтобы благословить общину. Религиозные лидеры, музыканты, танцоры и целые семьи принимают участие в этом праздновании, которое остается как крупным культурным событием, так и живым выражением действующих духовных традиций в современном Бенине. Кальцинирующие воды озера Натрон. На севере Танзании есть озеро, которое превращает животных в камень. Натрон — это мелкий гиперщелочной водоем, уровень pH которого может превышать 12. Его яркие красные и оранжевые цвета обусловлены солелюбивыми цианобактериями, которые процветают в его экстремальной химической среде. Озеро расположено недалеко от Олдоиньо-Ленгаи, активного вулкана, не похожего ни на один другой на Земле. Он извергает редкую, богатую углеродом лаву, содержащую карбонаты натрия и калия, и эти минералы со временем попадают в озеро Натрон, формируя его необычный химический состав. Животные, погибающие у озера, могут высохнуть и покрыться минеральными солями, оставляя после себя сохранившиеся останки, похожие на затвердевшие статуи. Фотограф Ник Брандт получил широкую известность, задокументировав этих естественным образом сохранившихся птиц и летучих мышей вдоль береговой линии. Тем не менее, озеро Натрон является одним из важнейших в мире мест гнездования малых фламинго. В сезон гнездования озеро принимает большую часть мировой популяции этих птиц. Фламинго специально адаптированы к соленой щелочной среде, а суровые условия помогают защитить их колонии от многих хищников. Озеро Натрон — это одновременно одна из самых суровых экосистем Африки и одна из важнейших сред обитания диких животных. Модификации тела у племени Мурси. В эфиопской долине Омо живет Мурси, скотоводческая община, известная одной из самых узнаваемых в мире традиций модификации тела. Некоторые женщины Мурси носят большие глиняные или деревянные губные пластины, которые создаются путем постепенного растягивания нижней губы с течением времени. Эта практика связана с культурной самобытностью, совершеннолетием, красотой и социальным статусом, хотя ее значение может варьироваться у разных людей и семей. Истоки этой традиции до сих пор вызывают споры.
Некоторые исторические теории связывают ее с периодами конфликтов и работорговли в Восточной Африке, в то время как многие современные представители Мурси описывают ее прежде всего как выражение идентичности и традиции. Крупный рогатый скот остается основой общества Мурси, служа источником богатства, социального положения и церемониальной ценности. Накопленные поколениями экологические знания позволили общинам Мурси адаптироваться к сложному климату долины Омо посредством скотоводства и сезонных перемещений. В последние десятилетия туризм, расширение сельского хозяйства и проекты регионального развития все сильнее влияют на жизнь в долине Омо. По мере роста этого давления многие традиционные практики продолжают служить не только формой культурного самовыражения, но и символами преемственности и идентичности в быстро меняющемся мире. Что вы думаете об этом обычае? Поделитесь своим мнением. Древние термитники. В лесах и саваннах Африки термиты строят одни из самых сложных сооружений среди всех животных. Некоторые термитники могут достигать нескольких метров в высоту и многих метров в ширину. Они формируются постепенно по мере того, как миллионы термитов переносят почву из-под земли слой за слоем, меняя ландшафт в течение длительного времени. Некоторые виды африканских термитов содержат внутри своих термитников подземные грибные сады, выращивая грибы в качестве источника пищи, что является одним из самых сложных примеров сельского хозяйства среди насекомых в природе. Перемещая минералы и питательные вещества из более глубоких слоев почвы на поверхность, термиты создают плодородные участки, где растительность часто вырастает крупнее и здоровее, чем в окружающем ландшафте. Эти насыпи также становятся микросредой обитания, поддерживающей насекомых, рептилий, птиц и мелких млекопитающих. На протяжении веков сменяющие друг друга колонии термитов могут перестраивать и повторно использовать одни и те же системы термитников, благодаря чему некоторые созданные термитами ландшафты сохраняются в течение чрезвычайно долгого времени. Современные спутниковые снимки выявили огромные сети созданных термитами земляных сооружений в разных частях света, показывая, как насекомые длиной всего в несколько миллиметров могут влиять на целые экосистемы. Термитники — это далеко не просто гнезда, это живые экологические системы, которые помогают формировать почву, растительность и биоразнообразие в обширных регионах Африки. Ведьмины круги в Намибии. По всем травянистым угодьям пустыни Намиб миллионы почти идеальных круглых участков нарушают ландшафт своими поразительно регулярными узорами. Известные как ведьмины круги, эти бесплодные пятна могут иметь ширину от нескольких метров до более чем 15 метров, и каждое из них окружено более высокой травой, выделяющейся на фоне засушливой местности. На протяжении десятилетий ученые спорили о том, что именно их создает. Одна теория указывала на подземных термитов, изменяющих почву и растительность. Другая предполагала, что круги формируются естественным образом из-за конкуренции растений за скудную воду в одном из самых суровых климатических условий на Земле. Недавние исследования все больше подтверждают гипотезу о дефиците воды. Исследования показали, что трава внутри кругов часто погибает от сильного обезвоживания, поскольку влага у поверхности исчезает после дождя слишком быстро, чтобы проростки успели развить стабильную корневую систему. Голые центры уменьшают конкуренцию за воду, помогая окружающей траве выживать в засушливой среде. Сейчас исследователи считают ведьмины круги одним из самых наглядных примеров самоорганизации растительности в природе, хотя ученые все еще продолжают изучать возможную роль термитов в некоторых регионах. Ожидали ли вы, что ведьмины круги в пустыне Намиб могут быть вызваны скорее конкуренцией растений за воду, нежели термитами? Напишите нам свое мнение и не забудьте ознакомиться с другим интересным контентом в правом верхнем углу экрана. Лавовое озеро вулкана Ньярагонго. Внутри национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго находится один из самых активных вулканов на Земле. Ньярагонго знаменит своим огромным лавовым озером и тем, что производит необычайно жидкий тип лавы, богатый щелочными минералами и бедный диоксидом кремния. Из-за такого химического состава его лава может двигаться гораздо быстрее, чем густые потоки, извергаемые многими другими вулканами.
В 2002 году сильное извержение направило потоки лавы через близлежащий город Гома, разрушив большую часть города и вынудив сотни тысяч людей бежать. Даже после неоднократных извержений общины продолжают отстраиваться вокруг вулкана, отчасти потому, что вулканическая почва в регионе очень плодородна и благоприятна для интенсивного сельского хозяйства и заселения людьми. Вулканический ландшафт Вирунги также является домом для удивительных диких животных, включая находящихся под угрозой исчезновения горных горилл, которые живут на территории национального парка. Ученые внимательно следят за лавовым озером Ярагонга и сейсмической активностью, поскольку вулкан находится в системе Восточно-Африканского рифта, где тектонические силы постепенно меняют африканский континент. Поющие колодцы народа Борана. В засушливых приграничных районах Южной Эфиопии и Северной Кении народ Борана разработал одну из самых примечательных в регионе систем выживания в условиях сухого климата. Их глубокие колодцы, известные как колодцы Тула, представляют собой вырытые вручную шахты, которые могут уходить более чем на 30 метров под землю, чтобы добраться до постоянных источников грунтовых вод. Чтобы поднять воду на поверхность, мужчины выстраиваются в живую цепь внутри колодца, передавая ведра вверх от одного человека к другому в устойчивом ритме. Во время работы они поют слаженные песни, которые помогают поддерживать темп и слаженность действий на протяжении всего процесса. В песнях часто воспеваются скот, история семьи и пастушеская жизнь, что отражает центральную роль, которую домашний скот играет в обществе Борана. Доступ к воде и право на выпас скота традиционно регулируются через систему Гада, коренную структуру управления народа Аромо, признанную ЮНЕСКО за ее комплексный подход к руководству, праву и управлению ресурсами. Ходаки на ходулях племени Вадабе. В регионах Сахеля в Нигере и Чаде народ Вадабе сохранил одну из самых визуально самобытных культурных традиций в Африке. Номадическая подгруппа Фулани, Вадабе, это пастухи-кочевники, которые из поколения в поколение адаптировались к суровым ландшафтам Сахеля, сезонно перемещаясь по саваннам и полузасушливым равнинам в поисках воды и пастбищ. Вадабе особенно известны благодаря фестивалю Геревол, празднику ухаживания, сосредоточенному на танцах, внешности и самопрезентации. Во время Геревола мужчины часами наносят сложный макияж и украшения, призванные подчеркнуть черты, считающиеся привлекательными, особенно блеск глаз, белизну зубов и высокий рост. Затем они исполняют ритмичные танцы и демонстрируют мимику перед женщинами-зрительницами, которые играют важную роль в выборе подходящих партнеров. Фестиваль получил международную известность благодаря своему яркому визуальному стилю и акценту на мужскую красоту и женский выбор в ритуалах ухаживания. Помимо самого празднования, Геревол отражает важность общины, идентичности и пастушеских традиций в обществе Вадабе. Хотели бы вы побывать на этом фестивале? Напишите нам в комментариях ниже. Орания. В северокапской провинции Южной Африки находится Орания, одна из самых неоднозначных общин страны. Основанный в 1991 году, в последние годы апартеида, город был создан африканерами, стремившимися сохранить свой язык, культуру и идентичность во время политического перехода в Южной Африке. Одним из его главных основателей был Карел Босхоф, зять Хендрика Ферворда, центрального архитектора политики апартеида. Орания возникла на базе движения «Африканерский фолькстат», которое выступало за культурное самоопределение. Будучи полностью подчиненным законам Южной Африки, город делает упор на местную автономию и самостоятельность. У него есть своя местная валюта – ора, привязанная к южноафриканскому ренду, а также собственные школы, предприятия, средства массовой информации и общественные институты. Ожидается, что жители будут выполнять все виды работ внутри города, а проживание основано на приверженности культуре и ценностям африканеров, в результате чего население остается преимущественно белым и состоящим из африканеров. Для критиков Орания олицетворяет изоляцию и нерешенное наследие апартеида. Сторонники же описывают ее как сохранение культуры и самоопределение меньшинств в современной Южной Африке. Фестиваль Эгунгун.
В общинах Йоруба по всей Нигерии и Бенину фестиваль Эгунгун является одной из важнейших традиций почитания предков в Западной Африке. Согласно верованиям Йоруба, духи умерших предков возвращаются в физический мир через исполнителей в масках, одетых в сложные костюмы, полностью закрывающие тело и состоящие из множества слоев богато вышитой ткани. Маскарад Эгунгун служит мостом между живыми и миром предков. Во время церемоний общины собираются, чтобы получить благословение, почтить семейные родословные и поддержать духовную связь с теми, кто ушел до них. Во многих традициях к Эгунгуну, как только он полностью облачен в маску и ритуально подготовлен, относятся не просто как к исполнителю, а как к самому присутствию предка. Костюмы тщательно изготавливаются вручную и часто сохраняются в определенных семьях на протяжении многих поколений. Когда танцоры кружатся и двигаются по улицам, развивающиеся слои ткани создают впечатляющее зрелище цвета и движения под аккомпанемент говорящих барабанов, песнопений и ритуальной музыки. Практикуемый на протяжении веков, фестиваль Эгунгун остается одним из важнейших выражений духовной и культурной самобытности Йоруба. Бассейны дьявола. Водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве часто называют крупнейшей в мире завесой падающей воды. В период пикового стока огромные объемы воды низвергаются более чем со 100-метровой высоты в ущелье Батока. У самого края водопада на замбийской стороне находится естественный скальный водоем, известный как бассейн дьявола. В сухой сезон, обычно с конца августа по декабрь, уровень воды падает настолько, что подводный скальный барьер образует относительно спокойную заводь у самого края водопада. С помощью опытных местных гидов посетители могут осторожно пересечь скользкие скалы и войти в бассейн, откуда они могут смотреть прямо со скалы в ущелье внизу, пока рядом проносятся мощные потоки. Этот опыт возможен только благодаря сезонному снижению расхода воды и вулканическим скальным породам, которые помогают замедлить воду в этом конкретном месте. Когда в сезон дождей уровень реки снова поднимается, бассейн становится недоступным из-за всей мощи водопада Виктория. Сегодня бассейн Дьявола остается одним из самых экстремальных мест для естественного плавания в мире. Мы только что совершили путешествие по целому континенту, не вставая со своих мест. Африка — это не что-то однородное. Это не отдельная история и не единый образ. Это 54 страны, более 2000 языков, миллиарды лет геологической истории и непрерывная нить человеческой изобретательности, которая тянется к самому началу существования нашего вида. Каждое явление, о котором мы сегодня рассказали, реально. Каждое из них происходит прямо сейчас. И каждое из них служит напоминанием о том, что мир гораздо удивительнее, прекраснее и сложнее, чем мы привыкли думать. Оставьте комментарий ниже и расскажите, какая из этих 20 вещей удивила вас больше всего. Мы читаем каждый комментарий и хотим знать, какой факт заставил вас остановиться. И если вам понравилось сегодняшнее видео, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить наши следующие путешествия. Надеемся, вам понравилось это видео так же сильно, как и нам процесс его создания. До встречи в следующем видео.